Вы уже говорили об этом в объявлении к выступлению с этюдом, но почему финальное шоу состоялось в Хатинохе? Так вышло, что свободных площадок не было, поэтому финальное выступление осталось в Хатинохе. Хотя, конечно, мне и самому хотелось выступить в Тохоку. Я подумал, раз я уже выступаю в Тохоку, я хочу, чтобы в моем шоу прологе, которое обрисовывает половину моей жизни, было об 11 марте. Я уверен, что люди, которые придут посмотреть на это шоу, до сих пор остаются шрамы от этой даты. Если они посмотрят мое выступление, их эмоции улягутся, или наоборот, они вспомнят и будут горевать. Я не знаю, хорошо это или плохо, я просто хотел показать выступление, которое зажжет какие-то чувства. Почему вы выбрали Токио Дом, стадион, символизирующий Японию, и когда вы это запланировали? Какие чувства вы вложили в название «Подарок»? Речь об этом шла еще до пролога, но обсуждение, смогу ли я занять площадку, было довольно сложно. Не зная, что получится в итоге, мы решили сначала делать пролог. Мы заняли площадку, и я приступил к организации пролога, по-прежнему думая о подарке. Я выбрал Токио Дом, потому что, если честно, главной причиной стало то, что меня попросили там выступить. Честно, я не думаю, что у меня какие-то способности, я не настолько самовлюбленный и уверенный в себе. Но когда меня попросили выступить в Токио Доме, разные люди придали мне сил. Обдумывая структуру и обсуждая ее с разными людьми, я думал о таком катании, которое можно показать только в Токио Доме. Я готовлюсь к подарку с мыслью о том, что я хочу показать его в Токио Доме. Я вложил в подарок мысль о том, что я получал поддержку от многих людей, соревнуясь в любителях. Это не то чтобы благодарность этим людям, но я подумал, что начну свой рассказ с благодарности, поэтому дал ему название «Подарок». Я хочу, чтобы сама эта история стала подарком для вас. Я надеюсь, что программы, включенные в эту историю, станут для вас подарком. На выступлении в Йокогаме вы сказали, что ваша цель как профессионала еще не ясна. Прокатав пролог, нашли ли вы какие-то намеки? У меня появилась уверенность, что стоит продолжать в том же духе. Честно говоря, уже на этапе составления пролога я понял, что фигуристу физически невозможно кататься, не переодеваясь. Я очень волновался, насколько вы будете наслаждаться всем, включая это. Будете ли смотреть? Помимо того, что я волновался, как вы воспримете шоу, в котором я катаюсь один, это еще и был мой старт как профессионала. Так что в этом смысле я очень нервничал. Завершив этот пролог, я набрался уверенности в том, что вас радует даже такой формат. Не думаю, что отныне я буду часто делать шоу, основанные на моей жизни, но я хотел бы продолжить о многом размышлять и придумывать разные концепции. Показывать шоу и ту форму профессионала, которая является моим идеалом, чтобы показать вам свои программы, чтобы вы могли порадоваться. С Хатинохи у вас есть глубокая связь, с каким чувством связан город и выступление в нем. Но после того, как в марте 2011 года я пострадал от катастрофы и каток в Сендае стало невозможно использовать, на катке в Хигаси Канагаве обо мне позаботился мой бывший тренер Цузуки-сенсей. Мне сказали, что я не могу пользоваться электричеством, но мне нужно кататься, и я катался в таких условиях. Мы экономили электроэнергию и не включали свет. Это было днем, так что можно было приоткрыть потолок для вентиляции. И я тренировал программы и делал упражнения только при этом свете. Так что в этом смысле я в долгу перед Хатинохи, но для меня было очень волнительно катать программы в этом месте. Эти программы были созданы сразу после того, как произошло землетрясение, так что, похоже, они однолетки с землетрясением. Именно поэтому спустя столько времени я хочу вспомнить об этой катастрофе, вновь прикоснувшись к этим программам и заставив вас прикоснуться к ним. Простите, что заставляю вас вспоминать и страдать, но я хочу, чтобы вы думали, что настоящее существует именно благодаря тем событиям. Я катался, надеюсь показать такое выступление. Большое спасибо, что собрались здесь ради меня. Спасибо, я буду стараться. Я правда рад, что вы все собрались. Я надеюсь на вашу поддержку. Спасибо, счастливого Нового года!